Всем привет, меня зовут Александр Леонов, и это снова рубрика «В тренде VM». Съемочная команда C-Club ушла на каникулы, поэтому был выбор: пропускать выпуск в тренде VM про июльские уязвимости, либо попробовать рассказать о них самостоятельно, что я и постараюсь сделать. А со следующего выпуска мы снова вернемся на C-Club. Итак, сегодня, как обычно, я расскажу про трендовые уязвимости, то есть самые критичные уязвимости, которые активно эксплуатируются злоумышленниками или могут эксплуатироваться в ближайшем будущем. В июле таких уязвимостей было 3. Уязвимость спуфинга в движке для обработки и отображения HTML-страниц Microsoft Windows MS HTML Platform. Это уязвимость из июльского Microsoft Patch Tuesday. По данным Checkpoint, злоумышленники используют в атаках специальные URL-файлы, иконка которых похожа на иконку PDF-документа. Если пользователь кликнет на файл и проигнорирует два малоинформативных warning-уведомления, то в устаревшем браузере Internet Explorer, встроенном в Windows, запускается зловредное HTA-приложение для создания пользовательского интерфейса и функционирования программы. Что такое HTA? Это приложение Microsoft Windows, которое является HTML-документом. Приложение отображается в отдельном окне с помощью движка Microsoft Internet Explorer. В этом окне нет знакомых элементов интерфейса браузера: меню, строки адреса, панели инструментов и так далее. Самое опасное, что большинство ограничений безопасности Internet Explorer не распространяются на HTA. Приложение HTA, а значит и злоумышленник, может создавать, изменять, удалять файлы и записи системного реестра Windows. А почему ссылка открывается именно в Internet Explorer? Все из-за обработки префикса mhtml в URL файлах. Июльское обновление это блокирует. Эксперты Checkpoint находили образцы таких URL файлов аж от января 2023 года. По данным TrendMicro, уязвимость эксплуатируется APT-группой Void Banshee для установки зловреда Atlantida Stealer и сбора паролей, cookies и других чувствительных данных. Void Banshee добавляют вредоносные URL-файлы в архивы с PDF-книгами и распространяют их через сайты, мессенджеры и фишинговые рассылки. Уязвимость выполнения произвольного кода в Artifex GhostScript. Повреждение содержимого памяти позволяет злоумышленнику обойти песочницу Cypher и выполнить произвольный код. GhostScript — это интерпретатор языка PostScript и PDF-документов. Он используется в разном ПО, например, ImageMagick, LibreOffice, GIMP, Inkscape, Scribus, Caps и других. Доступен он для множества операционных систем. Насколько конкретно он распространен, сказать сложно, но понятно, что он очень распространен. Например, благодаря Caps он есть практически в каждом Linux-дистрибутиве и зачастую устанавливается по умолчанию. Если брать одни только компьютеры под управлением Linux, то их уже будут миллиарды. А тут еще и одним Linux не ограничивается. Это очень масштабная проблема. Версия GhostScript 10.03.1, исправляющая уязвимость, вышла 2 мая. Через 2 месяца, 2 июня, эксперты Coden Labs опубликовали подробный разбор этой уязвимости и POC. В видеодемонстрации они запускают калькулятор, открывая специальный PS-файл утилитой GhostScript или специальный ODT-файл в LibreOffice. 10 июля на GitHub появился функциональный эксплойт, а 19 июля появился и модуль в Metasploit. По данным Security Affairs, уязвимость эксплуатируется вживую. Правда, все они ссылаются на единственный пост в микроблоге от какого-то разработчика из Портленда. Думаю, скоро появятся и более надежные доказательства эксплуатации уязвимости в атаках. Уязвимость выполнения произвольного кода в гиперконвергентной платформе Acronis Cyber Infrastructure. Благодаря используемым паролям по умолчанию, удаленный, неаутентифицированный злоумышленник может получить доступ к серверу Acronis Cyber Infrastructure ACI и выполнить на нем произвольный код. ACI — это гиперконвергентная платформа для хранения, бэкапирования, вычислений, виртуализации и сетевых функций. Патчи, исправляющие эту уязвимость, вышли 30 октября 2023 года. Через 9-10 месяцев, 24 июля этого года, Acronis отметили в бюллетене, что для уязвимости появились признаки эксплуатации вживую. Пишут, что целью эксплуатации была установка криптомайнера. 29 июля уязвимость добавили в CISA-KEF. Ряд источников сообщает о 20 тысячах сервис-провайдеров, использующих ACI. Я не нашел подтверждения этому, возможно, тут путаница с Acronis Cyber Protect.
Однако крупных компаний, использующих ACI, наверняка должно быть довольно много. Если вы работаете в такой компании, обязательно обратите внимание. На этом все. Подробности по данным уязвимостям читайте в нашем июльском дайджесте трендовых уязвимостей или в посте на Хабре. Ссылки в QR-кодах. Пишите ваши впечатления от рубрики в комментариях и до встречи через месяц. Всем пока. Быть в курсе угроз – самый правильный ход. Возьми телефон и отсканируй этот QR-код. Все самое нужное найдешь ты там. Обзоры важных уязвимостей, инструментов для приоритизации и детекта от VM вендоров, новости, обновления нормативных документов. Подпишись на канал Авилонов Рус. Управление уязвимостями и прочее в Telegram. Управление уязвимостями и прочее в Telegram. Управление уязвимостями и прочее в Telegram. Управление уязвимостями и прочее в Telegram.